Приветствую всех на канале Ваш сад. Сегодняшняя наша тема – это топ-10 самых неприхотливых растений, которые можно держать в комнатных условиях. Итак, первое растение – это сансевиерия. Она очень нетребовательная, ее можно поставить как в притенении, в легкую полутень, так и на солнечное месторасположение, но с притенением от палящих солнечных лучей. Убить ее можно только тем, что вы ее будете часто поливать. За это растение лучше забыть, чем перелить. Растение полупустынь и засушливых районов, соответственно, частого полива она не любит. То есть поливаете мощно и обильно до появления воды в поддоне, убираете излишки из поддона и забываете, пока не будет сухо, на 1/3 вазона. Для того, чтобы просмотреть, насколько сухо, вы подкапываете по краю вазона на 1/3. Если там полусухо, вы еще оставляете для подсыхания. Если сухое состояние почвы, соответственно, вы тогда делаете следующий полив вашей сансевиерии. Второе нетребовательное растение – это замиокулькас. Он тоже растет в полупустынях, засушливых районах. И за него тоже лучше забыть, чем перелить. Выносит точно так же, как легкую полутень, так и солнечное месторасположение. Поливают его, когда на 1/3 вазона сухо, пустыня. Как сансевиерии, так и замиокулькасу необходима корневая подкормка для декоративно-лиственных каждый 3-4 полив. Если вы хотите приобрести нетребовательное вьющееся растение, вы можете спокойно брать сцендапсус. Его побеги будут не спадать красивым каскадом и радовать ваш взор. Располагаю сцендапсус в легкую полутень. Поливаю сцендапсус тогда, когда на 1/3 вазона полусухое состояние почвы, то есть еле-еле прощупывается влага. Подкормка используется для декоративно-лиственных растений. Каждый 4-5 полив. Если вам нравятся папоротники, вы смело можете брать позицериум. Это 4-е растение из разряда нетребовательных. Располагают его в легкую полутень, без попадания прямых солнечных лучей, либо рассеянный свет. Поливать позицериум желательно методом погружения на 3/4 вазона до увлажнения верхнего слоя почвы. Следующий полив производим, когда на 1/3 вазона полусухо. Опрыскивание ежедневное, подкормка для папоротников или для декоративно-лиственных растений каждый 3-4 полив. Если у вас не очень светлое помещение и солнце не попадает никогда в окно, значит вы можете брать спокойно растение, которое называется спатифилиум. Спатифилиум еще называют женское счастье. По утрам он источает приятный аромат. Поливаем обильно и мощно до появления воды в поддоне, убираем излишки из поддона и забываем осень-зима, пока не будет на 1/3 вазона полусухо, тогда делаем следующий полив. А вот весной и летом мы смотрим по мере подсыхания верхнего слоя почвы. То есть верхний слой почвы высох, сразу же делаем следующий полив. Подкормка для спатифилиума для цветущих растений вносится каждый 4-5 полив. Если вы хотите вырастить в доме нетребовательное красивое дерево, причем быстрорастущее, это фикус эластика. Располагать фикус необходимо на рассеянный свет без попадания прямых солнечных лучей. Также можно на восточную сторону, на окна
северо-западной, западной, северной ориентации. То есть он будет стоять туда, куда вы его поставите. Листовые пластины этого растения спокойно переносят сухой воздух наших квартир и помещений. Поливают фикус эластику по мере подсыхания почвы. На 1/3 вазона должно быть полусухое состояние почвы. Тогда вы делаете следующий полив. Подкормка для декоративно-лиственных растений вносится каждый 2-3 полив. Для легкой полутени подходит такое растение, как драцена компакта. Красивые сочные зеленые листья очень выигрывают на фоне светлых стен и светлых занавесок. Легко выдерживает легкую полутень. Опрыскивание можно 1 раз в неделю, не чаще. Не опрыскали, за это тоже не обидятся. Полив о ней тоже лучше забыть, чем перелить. Дело в том, что эта драцена – растение полупустых засушливых районов. И, соответственно, нужно ждать полного высыхания почвы на 1/3 вазона. Вот тогда вы делаете следующий полив этому растению. Подкормка каждый 2-й полив для декоративно-лиственных растений. 8-е нетребовательное растение – это шифлера. Располагают ее на рассеянный свет можно возле окон восточной, северо-восточной, северо-западной, западной ориентации. Растет шифлера довольно-таки быстро, может даже упереться в потолок. Но не переживайте, она легко формируется подрезкой, и черенки высаживаются и легко укореняются. Подкормка для шифлеры используется для декоративно-лиственных каждый 4-5 полив. Поливают шифлеру тогда, когда на 1/3 вазона полусухое состояние почвы. Сингониум. 9-е нетребовательное растение из нашего списка. Это теневыносливое растение, располагает легкую полутень либо на рассеянный свет без попадания прямых солнечных лучей. Поливают это растение тогда, когда на 1/3 вазона полусухое состояние почвы. Подкормку для декоративно-лиственных вносят каждый 4-5 полив. 10-е нетребовательное растение – это каланхоя. Цветение каланхоя приходится на зимний-весенний период. Цветовая гамма цветов каланхоя довольно-таки разнообразная, от белых до оранжево-желтых. Располагают каланхоя на солнечное месторасположение. Это могут быть окна южной, юго-восточной, юго-западной, западной ориентации. Подкормку используют для цветущих растений и вносят такую подкормку каждый 3-4 полив. Поливают каланхою тогда, когда на 1/3 вазона сухо, пустыня. Это растение не любит частого полива. Частым поливом это растение можно просто убить. С вами была Майя Васенкова и топ-10 самых нетребовательных растений в комнатных условиях.